Глава 18. Пробуждение в супермаркете. «Алексей, ты не поверишь, где это случилось!» Мой голос дрожал от волнения. «Где?» «В супермаркете у Буда. Я искала уксус, как ты советовал». «И что произошло?» Все изменилось!» Время застыло среди полок с товарами. Мое тело словно объявило войну. Цистит, геморрой, потеря контроля над мочеиспусканием. Зрение стремительно ухудшалось, превращая людей в размытые силуэты. Я была в точке абсолютной беспомощности. И именно тогда это случилось. Молния осознания пронзила все существо. Сознание провалилось внутрь, погружаясь в бездонные глубины души. Словно после долгих лет странствий я, наконец, вернулась домой. «Алексей, я прогрузилась», — шептала я в телефон. «Я здесь, я живая». «Что ты видишь?» «Все, абсолютно все». Тело сопротивлялось высоким частотам, не выдерживая мощного энергетического сдвига. Кровотечение, потеря контроля – все это казалось таким незначительным по сравнению с космическим пробуждением, разворачивающимся в сознании. И тут я увидела их, всех этих просветленных, известных гуру, учителей с Бали. Они проходили мимо, погруженные в земные заботы. Их глаза, затуманенные страхами и страстями, скользили мимо, не замечая света, струящегося через меня. «Знаешь, что самое удивительное?» – продолжала я. «Они не видят. Те самые люди, что проповедуют просветление на YouTube, оказались слепы к настоящему чуду. А ты?» «Я вижу реальность как многослойную мозаику. Каждый слой – отдельный мир со своими законами. И моя задача – не выбрать один из них, а научиться балансировать между всеми, сохраняя свой центр». Стоя посреди обычного супермаркета с уксусом в руках, я чувствовала себя заново рожденной. «Вот она я, живая, настоящая!» — кричала моя душа. Но они продолжали свой механический танец жизни, запертые в клетках собственных иллюзий. В тот момент пришло глубокое понимание: истинное пробуждение может случиться где угодно. Оно не требует особых условий или внешней атрибутики духовности. Оно происходит в самой гуще жизни, среди обычных покупателей, среди повседневных забот. И именно эта обыденность делает его еще более удивительным. Теперь я понимала, моя встреча с Алексеем, все эти испытания и трансформации были не случайны. Каждый момент вел к этому пробуждению, к этому возвращению домой, к себе истинной. Глава 19. Цифровые маски. «Алексей, я больше не могу смотреть Инстаграм!» Мой голос звучал растерянно. «Что ты видишь?» Искаженные лица, за фильтрами и масками гримасы боли, словно безумные приматы в цифровой клетке. Интересное наблюдение. Даже музыка изменилась, популярные треки звучат как какофония страданий. После пробуждения в супермаркете реальность социальных сетей открылась во всей своей пугающей наготе. Свадебные фотосессии, гламурные селфи, модные танцы – все превратилось в жуткий театр абсурда, где актеры отчаянно пытались спрятать внутреннюю пустоту за яркими декорациями. «Только собаки остались настоящими», – продолжала я. «Их глаза все так же чисты. Они не носят масок, не следуют трендам. А люди? Миллионы добровольных пленников. Каждый лайк, каждый просмотр – звено в цепи, приковывающее к искусственной реальности». Мир социальных сетей раскрылся как лабиринт кривых зеркал, где каждое отражение искажало реальность все сильнее. Невинные развлечения обернулись изощренной системой программирования сознания. Каждая мелодия, каждое изображение несло код, отдаляющий от истинного «я». «Теперь я понимаю, почему ты советовал оставлять телефон дома», — сказала я. «И что ты чувствуешь?» «Парадокс.
Я вижу единое сознание и одновременно разные слои реальности. Одни люди кажутся живыми, другие — механическими программами. Их лица искажены, пропитаны низкими вибрациями. Погружаясь глубже в эти наблюдения, я задавалась все новыми вопросами. Создаю ли я этот мир сама, смещая точку сборки во второе внимание, или эти слои существуют независимо, и я лишь путешественник между ними? Если я центр своей Вселенной, могу ли я трансформировать эти искаженные образы? Или мой путь — подъем по лестнице восприятия, где каждая ступень открывает более гармоничный слой бытия? Алексей, как совместить любовь и отвращение, желание помочь и понимание бессмысленности этой помощи? Продолжай наблюдать. Его голос звучал мягко. Ответы придут сами. В тишине, вдали от информационного шума, начинал звучать голос души. Глядя в небо, а не в экран, можно было увидеть истинную красоту мира. Может быть, именно здесь, в этом пространстве между вопросами и ответами, между разными слоями реальности, и рождается подлинное понимание. Глава 20. Разрыв дуальности. «Алексей, я больше не могу это выдержать!» Мой голос срывался. «Все стало слишком ярким!» «Что ты видишь?» «Все одновременно. Любовь и тьму, они существуют вместе, разрывают меня на части». Новое состояние восприятия обрушилось лавиной. В кафе напротив сидела мать с сыном. Обычная сцена, которая раньше вызвала бы умиление. Теперь я видела механическую программу. «Ешь, ешь булку», — повторяла она как робот, следуя заложенному алгоритму. А он, с одутловатыми щеками, подчинялся бездумно, опустившись ниже животного уровня. «Люди кажутся биороботами», — продолжала я, движимые примитивными программами. Чревоугодие, тупость, бессмысленное подчинение установкам. И что ты чувствуешь? Отвращение и одновременно любовь. Как это возможно? Как вместить оба чувства? Вопросы врывались в сознание подобно молниям. Может ли мать, потерявшая ребенка от рук убийцы, найти в своем сердце любовь к его палачу? Что тогда есть истинная любовь? Если материнская любовь способна двигать горы, почему она не может растворить ненависть к убийце? «Алексей, как помочь тем, кто не видит своего состояния?» — спросила я. «Как пробудить тех, кто наслаждается сном?» «А нужно ли?» — ответил он. Каждое мгновение превратилось в калейдоскоп противоположностей. Словно внутри одновременно взорвалось солнце и разверзлась черная дыра. Я чувствовала их вместе, как если бы пыталась смотреть одновременно на север и юг. «Достойны ли они вообще места на земле?» — вырвалось у меня. «Имеют ли право занимать пространство, пожирая ресурсы в своем бессмысленном существовании?» «А кто определяет достойность?» — тихо спросил Алексей. Эта дуальность проявилась настолько ярко, что каждый момент негатива и каждый проблеск любви пронзали насквозь. Всеобъемлющая любовь и бездонная тьма существовали не просто рядом, они были разными гранями одной реальности. И это осознание грозило разорвать голову на части. Возможно ли вообще разделение на своих и чужих в пространстве абсолютной любви? Прошептала я. Тишина в трубке была красноречивее любого ответа. Глава 21. Официант из бездны. Незадолго до этих событий я познакомилась еще с одним человеком, с Вадимом, тем самым человеком, прожившим 40 дней в полной автономии от еды. Он обещал помочь мне сорвать пелену иллюзий, утверждая, что мир – это сплошной обман, а реальность, скрытая за ней, способна повергнуть в шок любого, кто осмелится заглянуть за завесу.
Вадим был живым парадоксом. Простой официант в засаленной футболке, живущий в переполненном общежитии, человек без образования, личного транспорта, никогда не покидавший пределы своего города. Воспитанник улиц, он должен был затеряться среди тысяч подобных судеб. Но когда он говорил, слова словно падали из вечности. Его голос напоминал скрип якорной цепи, опускающейся в черную бездну познания. В прошлой жизни я бы прошла мимо такого человека, не удостоив взглядом. Теперь же он притягивал меня, как магнит притягивает железные опилки. «Ты думаешь, это ты плачешь по ночам?» – спрашивал он, разливая кофе по чашкам. «Нет, это оно плачет. Твоя программа под названием «Я недостойна». Вадим объяснял, что во мне живут сотни программ бесов, определяющих каждое действие. Злость, ревность, обида, уныние, грусть, жалость к себе – все эти эмоции были лишь масками, за которыми пряталось мое истинное «я». Его слова резонировали во мне, как звук колокола в пустом соборе. Я все еще жаждала освобождения от этой армии демонов, страстей, зависимостей, желаний, ожиданий и разочарований. Постепенно Вадим стал центром моей вселенной. Даже через экран телефона его взгляд проникал в самые глубины души. В его глазах плескался тот самый океан, что поглотил Наутилус капитана Немо. В нем было что-то очень притягательное, манящее. Он все больше и больше захватывал мое внимание. «Ты думаешь, это ты хочешь любви?» – спросил он однажды, глядя на меня через экран. «Нет, это оно хочет. Твоя программа под названием «Я одинока». Я молчала. Его слова проникали в меня, как иглы. «Ты думаешь, это ты боишься?» – продолжал он. «Нет, это оно боится. Твоя программа под названием «Я слабая». Я чувствовала, как что-то внутри меня ломается. «Ты думаешь, это ты живешь?» – спросил он в последний раз. «Нет, это оно живет. Твоя программа под названием «Я не существую». После этого разговора я почувствовала, как что-то внутри меня освобождается. Я больше не плакала по ночам, я больше не боялась. Вадим говорил, как оракул, заключенный в тело официанта. Его речь была полна глубочайших прозрений о медицине, философии, науке, словно он имел доступ к сакральным знаниям всех времен. При этом он писал с ошибками и просил их исправлять, создавая поразительный контраст между формой и содержанием. Когда он говорил, его слова проникали в самый центр моей души. Казалось, он видел меня насквозь, понимал каждое движение мысли. В отличие от других мужчин, воспринимавших лишь внешнюю оболочку, он смотрел в самую суть. Это порождало абсолютное доверие и самоотдачу. То, что ты думаешь о себе как «я», это на самом деле они, эти программы. Именно они и боятся умереть. Он говорил, что даже когда я с ним разговариваю, это не я, а это программы общаются с ним. Но параллельно он видел меня истинную и доносил информацию и до меня истинной тоже. Именно поэтому меня так манило к нему. Он единственный, кто видел меня настоящую, ту, которая так жаждет освобождения. В то же время периодически он все-таки начал сильно пугать меня, рассказывая мне такие вещи, которые, как мне казалось, мое сознание просто не готово вместить. У меня тряслись поджилки, кровь стыла в жилах от ужаса и восторга каждый раз. Я чувствовала, что я на грани понимания этого мира, что вот-вот разгадаю загадку этой матрицы, что я стою у истоков какого-то открытия. Это будоражило меня и вводило в экстаз одновременно. Жить так, как я жила раньше, в тумане и страстях, я уже не хотела и не могла. «То, что боится в тебе, это не ты», — говорил он, вызывая одновременно ужас и восторг. «Скоро ты умрешь, вернее, умрут программы, которые ты считаешь собой. Даже сейчас со мной говорят они, а не ты истинная».
Глава 22. Энджел. В разгар этих событий появилась Энджел, загадочная девушка из группы по депривации сна. Она утверждала, что достигла способности путешествовать между мирами, управлять реальностью по своему усмотрению. Энджел возникла не случайно, как квантовая частица, проявляющаяся только при определенных условиях наблюдения. Все пробуждающиеся заметны. Ее слова прозвучали как формула высшей математики сознания, где каждое расширение восприятия создает видимую рябь в океане вселенской осознанности. «Твое свечение, — говорила она, — стало подобно маяку в тонких мирах, пульсирующий сигнал готовности, отправленный в бесконечность. Как радиоприемник, настроившийся на определенную частоту, мое сознание дотянулось до тех измерений, где Энджел и подобные ей существуют в своем естественном состоянии. Она пришла как хранительница древних кодов пробуждения, готовая передать ровно столько информации, сколько способен выдержать мой расширяющийся сосуд восприятия. Это было похоже на точную настройку инструмента. Каждая новая истина требовала определенного уровня внутренней отваги, готовности встретиться с неизведанным. В этом космическом танце учитель и ученик находят друг друга не по случайности, а по закону резонанса. Когда сознание расширяется достаточно, чтобы вместить новое измерение реальности, сама Вселенная отправляет проводников. Они появляются как ответ на безмолвный зов души, готовый совершить квантовый скачок в понимании себя и мироздания. Энджел должна была стать тем лучом света, который должен был помочь моему внутреннему лотосу раскрыться навстречу новым горизонтам осознанности. Но она четко обозначила: все зависит от того, насколько хватит моей силы и отваги принять то, что она готова открыть. Мне вспомнились люди, которые имели сверхспособности, ходили по воде, разжигали огонь взглядом, материализовали предметы. Она сказала, что реальностей очень много, есть те, которые схожи с нашей, и она может по ним путешествовать. К примеру, в один день ее машина красного цвета, а в другой – зеленого. Ее сообщения нарушали законы времени и здравого смысла. Голос на аудио скакал между полюсами. Спокойный шепот внезапно сменялся криком. Первое сообщение приходило в 15:30, а следующее почти на час раньше, в 14:38. «Страха нет», — говорила она, когда я спрашивала об опасности таких практик. «Есть только стресс от встречи с неизведанным. Стресс, который испытывает человек, впервые увидевший летящую птицу». Ее голос прыгал во временных петлях. Шепот, крик, тишина. «Ты тоже можешь», — шептала она, — «просто переступи». Но я снова боялась. Не потому, что не верила. Наоборот, именно абсолютная вера в реальность ее слов парализовала меня. В ее голосе звучала та же бездна, что отражалась в глазах Вадима, но без его принятия и понимания. В ней была какая-то холодная, отчужденная сила, способная разорвать ткань реальности вместе с тем, что я о себе думала. После очередной ночи без сна реальность снова начала трескаться. В видео с Балийской галереей появилось необъяснимое мерцание, вспышки, меняющие положение при каждом просмотре. На замедленной съемке открылось невозможное. Ганеша на картине менял предметы в руках до и после вспышки. Словно кто-то переписывал реальность прямо на ходу. Затем пришло то сообщение. Фотография гамбургеров и текст, идентичный полученному 3 года назад на другой номер. Но теперь отправитель сменил пол. Из мужчины превратился в женщину. Энджел исчезла так же загадочно, как появилась. Ее последнее сообщение, датированное 1923 годом, содержало фото пустынного пляжа Бали с подписью: «Я жду тебя в точке, где время спотыкается». Но в тот решающий момент моей отваги не хватило. Стоя на пороге квантового скачка, я отступила назад, в знакомую зону комфорта. Я заблокировала Энджел, захлопнув дверь перед возможностью трансформации. Готовность к знанию оказалась меньше, чем страх перед неизвестностью.